выдача турецких лир 300. У меня ничего не вышло. Пипец. Попадос. Друзья, доброго всем утречка турецком. Утречка уже день, конечно. 3 часа дня. Я вчера в банкомат ходил и с миром, с картой мир Сбера я немножко надурил. Сейчас пробовал в этом Ичбанке снять с Тинькофф денег. Взял комиссию, вот этот банк 90 рублей, поэтому это я с Тинькофф снимал, да. Зират, получается, выгоднее, он не берет комиссию. Попробовал со Сбера, с мира снять. Банкомат завис. Сломался, выдал мне карту, написал ошибку и все, и поехал. Так, в общем, пошел в Зират, снял с Тинькофф, как обычно. Прям с лирового счета докупаю лиры потихонечку по среднему курсу. Если лировый счет снимаю, и все, и прям четко снимать без комиссии. Сбер, мир не работает, так что там банкомат аж вырубило. Здесь прям пишет, что ваш банк не может выполнить операцию. Ну, Сбер под санкциями, ВТБ тоже, поэтому карты ВТБ, Сбербанка, мировские, платежная система МИР работать не будет, видите, не работает. Так что Тинькофф пока что остался, надеюсь, дальше останется. У меня есть карточка местного банка, в Зирате я открыл, и снимать также наличные. Можно в любом банке, в принципе, открыть счет, если есть ВНЖ, если нет ВНЖ. Есть один банк, у меня брат, сейчас тоже в Алании, здесь в Турции, он открыл, но у него, правда, попросили депозит 2000 лир, чтобы открыть карту без ВНЖ. Также, видите, золотая корона, есть такая очередь. Но этим я не пользовался. Так, ну рядышком с банкоматом тут есть донор. Вот такой взяли куриный, такая гигантская колбаса. 25 лир вместе с айраном стоит. Всем приятного аппетита, погода сегодня тоже супер. Кушаем, заряжаемся. Кошечек здесь можно подкормить. Эй, на, угощайся. Курица, ты чего? На. Смотрите, в придачу к нашей квартире шел вот такой шезлонг. Его можно делать как сидушечку такую в креслице, как вот так вот в полугоризонтальном положении делать. Сейчас попробуем. Первый раз только разложил. Опаньки, сел. Опаньки, откинуться бы. Откинулся. И загорать можно прямо на балконе, так на солнышке. Сейчас, правда, дымка такая уже, вечерочек. А так очень классно вообще. Супер. С карты мир Сбера я немножко надурил, я ее выпустил, я думал, как в Тинькофф она привяжется автоматически к основному счету. Оказывается, он открывает там два счета, и надо было с одного счета перекидывать на счет мировский в Сбере. Вот, и поэтому мне вчера не выдавало и банкомат, поэтому я вчера сломал. Вот, и получается как, что я сейчас перекинул, и в следующий раз я пойду попробую оплатить ей где-нибудь и попробую также снять. Вот. Или скажу вам, какая комиссия будет. Ну, попозже там, не знаю, в этом видео или... Ну, наверное, в этом, да, вставлю. Попозже где-нибудь буду, я вам покажу. Ну, вот, а сейчас вот мой офис выглядит вот так вот. Я сижу, работаю, сам на солнышке. Вот, компьютер в теньке, рюкзаком прячу, чтобы не грелся. Вот так вот очень классно здесь живешь, получается. Я дома сидел, поработал, а сейчас днем вышел, Полька гуляет, я с ней тут за ней наблюдаю. Вот, а пока вот так работаю, на самом деле очень прекрасно. Ты, получается, если покупаешь, где есть хоть какая-то большая территория, небольшая, у тебя и квартира, и офис. Вот так вот вышел, вообще вполне классно. Можно в тенечек сесть, когда жарко будет, можно на солнышко, можно передвинуть эти столы. Вчера он вообще вот здесь стоял, я сидел, работал. Вот, в общем, класс. Сейчас еще и пенку настраиваю. И, получается, есть сервисы, которые сейчас доступ в Россию запрещают из-за границы, из-за DDoS-атак вот этих, потому что очень много сайтов накрывается. Почту на работе у многих не работает, да, знакомая ситуация, потому что у нас на поддержке тоже много чего есть. Очень большие проблемы с переносом DNS, сейчас занимаемся, там на Яндекс что-то переносим, чтобы стабильно работало. Вот, в общем, помогаем компаниям, чтобы у них не было проблем, сбоев. Я себе здесь тоже ставлю, вот Hide My Name, нашел такую DNS-ку, вернее VPN-ку, вот, чтобы хорошо работало. Блин, классный сервис на самом деле. Получается, там на год что-то в районе 3000. Очень удобно, отсюда можно на Россию, из России можно на границу настраивать, то есть на духовые устройства я сейчас себе настраиваю. Потому что даже вот в Mesh, чтобы зайти Никите, чтобы учиться, тоже не дает доступ отсюда из Турции, заблокировали. И нужна VPN-ка из России, как будто он в России находится.
Вот такие вот дела. Ну, погода прекрасная, все здорово, зеленушечка потихоньку распускается там на деревьях. Смотрите, вот здесь, вон там, вот потихонечку ползет скоро. Вот гранаты, пихта, оливки будем собирать, перчики, в общем, урожай скоро у нас будет. Ну, по погоде, вот, видео, наверное, попозже выйдет, сейчас у нас 29 марта. Очень классно, прям уже какой день, просто шикарнейшая погода. Вот, тепло, загораешь, даже жарко. Вот. Так что вот так. Но за все время, пока мы здесь находимся, я ни разу не был на море. Потому что работу никто не отменял, мне надо работать, сейчас еще надо более усиленно работать, да. Вот, все свои личные проекты делаю здесь, новые проекты развиваем. В общем, трудимся, стараемся. По вопросам квартиры в Турции, ребят, не пишите в комментариях, потому что я не могу вам там дать никакой контакт, и ссылки там не проходят. Вы мне пишите в личку, в ВК, в Инстаграм, вот, у кого работает. Все, я там с вами пообщаюсь, все расскажу, все нюансы, все тонкости, где лучше, как, что. И если захотите, скажите мне ваши параметры, я вам сниму какую-нибудь квартирку здесь, потому что сейчас тоже ездим, снимаем, попозже вам буду все выкладывать. Вот такие вот дела. Ну классно, блин, конечно, сравнивать все работу в России и здесь, потому что мне многие тоже пишут вопрос, типа, Женя, а как не расслабляет ли? Что там, на работу времени не остается? Нет, ставишь себе задачи, цели, делишь день по плану. Хочешь сначала на море, потом работать, хочешь работать, потом на море. Очень по-разному можно комбинировать. Вот. Главное, чтобы это сам себя тоже регулировать. Поэтому у меня даже на море не получается вообще ни разу съездить. Что работаю, а так я уже готов скупаться с такой прекраснейшей погодой. Давайте, как всегда, вам передаю заряд солнечных эмоций, позитивчика немножко, вот, чтобы немного разбавить вам картиночку зелеными кадрами. Скоро будут совсем зеленые кадры. По VPN я сейчас сам зарегистрируюсь, оплачу, и если у них там внутри уже будет какой-то промокод, я вам под видео выложу. Если есть, то берите, если нет, то эту часть видео я просто вырежу. Вот, потому что обычно регистрируешься, они говорят, переведи друга там, сам какой-нибудь бонус получишь, там, типа еще там несколько дней в подарок, и скидку обычно дают всегда как бы твоим друзьям. Вот, поэтому если у меня что-то будет, я вам положу промокод туда. Вот, надеюсь, будет. Ну, очень классный сервис, да, я уже оттестировал. Поэтому буду пользоваться. Выбрал из всех очень много. Экспресс есть, а еще каких-то. То есть, ну, на самом деле, лучше покупать платную версию, потому что бесплатные. Я смотрю, у многих уже все, Инстаграм не работает, у меня тоже все отваливалось. Купил один раз, и они как бы стабильно работают. Надеюсь, что их тоже не заблокируют. Кстати, еще одна причина, почему я поставил себе этот VPN. Потому что его можно поставить на Android TV. То есть, вот то, что Xiaomi Mi Box я себе купил. Я туда поставил, ввел регистрационный ключ, и все. И у меня работают все российские сервисы, каналов очень много. Вообще все, Мегафон ТВ, там, Винкс, все что угодно. Иви, ну, в общем, все, что работает в России, все, что здесь не работает. Теперь вот вообще с каналами вообще проблем нет никаких. Ну, если Xiaomi телек тоже купить на Android, все, что Android TV, все, туда заходит тоже эта тема. Очень удобно. На телефоны, на этот, 5 устройств можно подключать. Да, программа платная. Я купил, сейчас уже оплатил. Можно на 5 скинуться и купить. Можно на 5 разных устройств использовать одновременно. А так можно и больше подключать. Очень классная штука. Все работает. Вот смотрю, Мегафон ТВ себе включил новостяшки здесь, потому что так вот Мегафон ТВ блочится. Все, и теперь все работает на телефоне здесь. Wi-Fi отсюда добивает. Вот прям оттуда вам. Так, ну что, снова банкомат. Ичбанк, который сейчас попробуем здесь снять русский язык. Пароль. Снять деньги. Не хочу выписку. Ну, давайте от 300 снимем, потому что от 300, как правило, не бывает комиссии. Давайте 300 снимем. Опа. Как долго-то? Заставляет нервничать. Я тут вырежу, конечно, кусочек. Я уже стою секунд 30. Что такое-то вообще пипец? Секунд 45 прошло. Так, карта вышла. Деньги дайте. Денежки, пожалуйста. И вот как вчера случилось. Банкомат завис после моей карты. Он умер опять. Сейчас посмотрим, в приложении не списали ли. Офигеть, а здесь написано выдача денег. Приехали. Комиссия сразу пишет 150 рублей. Выдача турецких лир 300. Комиссия 150 рублей. Мне ничего не вышло. Пипец. Попадос. Сейчас буду ждать. Пришла смс-ка, отмена выдачи наличных. Еще раз попробуем. Опа, смотрите, с второго раза прошла операция. Я все забрал. Все, 300 лир выдал. Сейчас посмотрим, в каком курсе. Это опять у нас где матрешки, где куча банкомата. Так, в общем, он снял 300 лир. Комиссия 150 рублей. Больше не ходить в этот банк. Зират. Ну, если нет варианта, то туда. Так лучше Зират.
И в каком курсе непонятно, потому что просто написано 300 лир, а в рублях не пишет. Тинькофф сразу пишет рубли, лиры. Не, он как бы мне пишет здесь 4200 рублей, но это две операции. Потому что одну он снял и вернул деньги, а вторую, короче, 4200 пополам сейчас поделим. И поделим на 300 лир. Получаем по 7, по курсу 7. Но в Тинькове сейчас можно купить лиру. В Тинькове можно купить лиру по курсу 6,7. И сразу же эти лиры снять. То есть, короче, Тинькофф выгоднее в любом случае. Вот так, видите, я захожу в Тинькофф лировый счет, нажимаю пополнить своего счета. Видите, курс здесь 6,7. В общем, Тинькофф выгоднее. Покупайте и сразу с этого же лирового счета все время снимайте в банкомате, привязывайте карту к нему любую, которая у вас есть, и снимайте. Ну что, сделал себе подстриженцию своей любимой парикмахерской, любимым мастером Юсуф зовут. Вообще класс, мне так нравится, он стрижет, прям вот идеально. Вот необычно, я себе мастера вообще никогда найти не могу, что в России. Здесь меня тогда первый раз коротко подстригли. Вот Юсуф прямо сделал так, как надо. Как вам? Огонь. Ну сейчас на солнце может пересвечивать немножечко. А так хорошо довольно. День сегодня просто вообще. Солнце сейчас вам. Я, по-моему, даже на камеру не снял. Нет, снял. Сегодня показал вам море первый раз. Проезжал мимо. Даже не было времени остановиться и зайти туда. Даже не было времени к морю подойти. Ездил в банк, там по делам еще. По одним делали людям, которые здесь квартиру уже покупают. Счет оформляли, переводы, все это, все, что нужно. Там нотариус, шмариус. В общем, все помогали делать. Вот, так что вот такие вот дела. Все время, все в делах. То у меня своя работа, то здесь еще вот эти дела появились. Вот, и на море не успеваешь отдохнуть, сходить. Но погода вообще просто шикарнейшая. Тепло. И красота, конечно, горная. У нас тут А101 открыли, магазинчик, я уже показывал. Кооператив и шок. Здесь куча магазинов у нас. Наши горные хурма с горами. Ох, с нетерпением жду, когда же нальется бассейн, когда запустится. Все время сюда хожу, как на работу. Но только на самом деле сейчас, если залезть, вода будет теплая. Мне кажется, даже очень, потому что здесь целый день так солнышко светит. Представляете, и все это нагревается. Ну, его сольют, почистят и будут наливать. Моя любовь — это бассейн. С утреца буду выходить первым делом и сюда нырять. А детишки тут плескаться будут. И тренажерочку заглядывать. О, прям жарко. В Петровке идешь, там был легкий такой ветерок. Немножко помогало, а здесь прям жарко. Прям очень. Майку надо, в футболке оставаться и загорать. Птицы поют, вообще красота. Запахи, знаете, такие летние уже все прям пошли. В общем, лето приближается. В Турции лето приходит весной. Так, ну и наконец-таки. У нас сегодня будет мангал, сегодня будет праздник. Сегодня день рождения. У нас будет так вот красиво, шарики. Сейчас здесь обустраиваем. Поставили все в один ряд. Опа, разжигаем костерочек. Такая у нас здесь зона мангальная. Вот это вообще наша, это вот взяли у соседей. Детишки потихоньку сбегаются. Пиццу привезли. Я ответственный за музыку сегодня. Спасибо. Вот такую красоту сегодня будем жарить. Кебабчики, курочки, помидорчики. Ой, коты сбегаются на ароматы. Да еще не начали жарить, друг. Сейчас накормим. Сейчас все стадо ваше сбежится, всех накормим. Так, ну вот у нас именинник. Эмре, с днем рождения тебя! Вот кто у нас тут главный по мясу. Вот такую красоту нам Олджай жарит. Вкусняшка, ароматит потрясающий. Вот такие ароматы сбежались. Все кошки этого района, по-моему. Да, день рождения сегодня не только. Ребята, у кошек тоже. Самый маленький, на. Какой шухер. Обалдеть, сколько здесь. Нате вам мясо. Давай, налетай. Сейчас еще дам. Сколько. Здесь кошки прям вот с кости мясо прям с удовольствием обгладывают. На ура. Дерутся. Делят. Так, давай не ругайся, на всех хватит.
Деток накормили, сами там с краешка шашлычки поели. Детки играют. И смотрите, вместо цветов можно так за калиточку выйти. Набрать вот такой вот икебану. Дочке подарить. Детишки здесь бегают на площадке, но сейчас уже все вечереет. Солнышко ушло, мы уже посидели. Сейчас еще дальше сидим. Кушаем очень вкусно, прям вообще на свежем воздухе. Считай, в своем дворе. Коля, это тебе. Спасибо. Майка икебана из 3 шишек. Мы будем... Ну, красота. Живешь. Здесь же во дворе делаешь шашлыки, ну просто вообще. Летом сейчас бассейн будет вообще мечта. Да, сбылась. Как бы в Турции у турков вообще принято. Вот так вот. Живешь, собираешься где-то большими компаниями, есть место всегда. Практически во всех сете. Сына стерочек делает дымящуюся палочку. Ну, собираться вот так вот, болтать, сидеть, это у них нормально. А у нас вот такие вот места, да, только в элитных жилых комплексах бывают. Потому что где так вот выйдешь в России, вот так вот сидишь. Ну, только если там садовый участок дачный какой-нибудь. А дальше мы тоже так сидим. Но вот в Москве у нас такого вообще нет. Все продолжает жарить. Котлетки, кебабы уже пошли. Если начинает вечереть, у нас здесь есть пару кнопочек. Опа! Будет свет. Так, детишки тут говорят, привет хотят, давай приветствуем друзьям всем. Костра греется, ой, тепло, вообще прям романтика, такая душевная атмосфера. Мангал, тепло, шашлычок. Вообще класс. А тут и тортик подъехал для именинника.